Всем добрый вечер. Перед вами царевна Ариадна. Она была проклята богами при рождении из-за проступка своего отца. И поэтому все женихи, которые приходили ее сватать, умирали. И в конце концов, дабы избавиться от проклятия, ее привязали к скале для того, чтобы ее съело морское чудовище. Но Персей ее спас. Почему ее статуя стоит перед вами? Потому что мы сейчас будем говорить о женщинах, которые прокляты. И проклятие это называется черная вдова, или вдовий платок, или проклятие вдовы, как хотите. Но более распространенное название этого явления это черная вдова. Дело в том, что есть роковые женщины. Есть женщины, которые, приходя в жизнь человека, полностью разрушают эту жизнь, даже если они этого не хотят. Даже если они всем сердцем любят этого мужчину. Даже если они ему желают самое лучшее на земле, они поганят ему жизнь. Они сжирают его энергию. Они приводят его к смерти. Совершенно не желая того. Потом сами страдают от этого. Потому что вместе с этими женщинами приходят в жизнь мужчин определенные сущности, определенные силы проклятия, которые приходят и уничтожают жизнь этого мужчины. И мужчины не могут ни без них жить, ни с ними рядом. Они уходят, приходят. Начинается такой адовый круговорот. Но в итоге мужчина либо всего лишается, спивается, либо сходит с ума, либо гибнет. Но с ним ничего хорошего не случается рядом с этой женщиной. Мужчины, которые назначают ей свидание, хотят с ней встречаться, через некоторое время просто без причин не берут трубку. Или блокируют ее, или перестают вообще с ней общаться. Это женщины внутри очень добрые, желающие всем делать хорошо, всем помогать. Они сердобольные, но не получается у них счастье с мужчиной. Они, как черные вдовы, пауки, сжирают мужскую энергию и уничтожают его. Почему так происходит? Этому есть несколько причин. Женщина проклята еще в утробе матери. Проклятая близкими, родными. То есть ее рождение было не очень желательно. И вот это проклятие прикрепляет к ней сразу определенных демонов, которые забирают ту энергию, которую она должна отдавать мужчине, сексуальную энергию. У нее копится сексуальная энергия до невозможности, но растрачивать некуда. У нее есть принципы, она не будет встречаться со всеми подряд ради утоления вот этой жажды. Но накопление этой сексуальной энергии дает толчок. Она может стать карьеристом, она может сделать просто головокружительную карьеру, она может быть бизнес-вумен, она может быть директор школы, она много чего она может. Она никогда не останется рядовой. Но на ней проклятие черной вдовы. И это проклятие не дает ей устроить жизнь с мужчиной. Даже долго встречаться не дает. Энергия сексуальная, она самая сильная и самая мощная на Земле. И именно этим питаются демоны, которые прилипают к ней. Они не дают этой энергии никуда вылиться. Они накапливают эту энергию, и этой силой, этой энергией ее питаются. Поэтому любой мужчина, который будет
приходить в их жизнь, рано или поздно будет убит ими, рано или поздно уйдет от нее, рано или поздно оставит ее, просто сбежит от нее. И это будет без конца. Есть женщины, которые друг за другом хоронят мужей. Просто друг за другом хоронят мужей. Первый, второй, третий. Моя бывшая свекровь именно из того ряда. 3 мужей похоронила. Ушли друг за другом. Один задохнулся в бане, другой умер от онкологии, третий, по-моему, от какой-то болезни печени не стало. За кого бы она ни выходила замуж, все со временем умирали. Срок там не особо большой. С первым мужем она прожила чуть больше, а остальные вот так вот друг за другом ушли. Потому что ее бабушка, которая была такая женщина очень сильная духом, отцова мать, не принимала ее, не принимала ее детей. И в итоге отец их бросил, они росли одни, и всю жизнь она вспоминала, что вот мой отец от нас отказался и даже не посмотрел на нашу сторону, когда мы маленькие уходили от него и так далее. Это внутренняя такая детская травма. Но кроме вот этого, вот это проклятие рода, нежелание принять их в свой род. То есть сторона матери была против, чтобы она вышла за него. Сторона отца не принимала. 2 рода столкнулись. Дети, вот эти дети, стали изгои, ненужные. И ни она, ни ее сестра не смогли устроить свою жизнь. Не получилось. Потому что это проклятие рода, она обернулась для них вот этой печатью черной вдовы. Причин множество, но итог один. Женщина, которая постоянно не может устроить свою жизнь. Женщина, из жизни которой исчезает мужчины без причины. Женщина, которая приносит несчастье мужчинам. Которая поневоле становится причиной их бедствий, их катастроф, разорений и прочее, прочее. Это женщина с печатью черной вдовы или с вдовьим платком. Мужчины, подсознательно чувствуя это, пытаются от этой женщины уйти. Они, может, напрямую и не видят угрозу, может, напрямую и не обвиняют ее в том, что вот ты появилась, и у меня в жизни начались проблемы. Но подсознательно они чувствуют, что от этой женщины нужно держаться подальше. Она может быть хозяйственной, она может быть правильная, просто да нельзя. Правильная вся. Но это ни капли ей счастья не принесет. Это не будет привлекать никого. Изначально привлекает ее красота, потом привлекает ее целомудрие, ум, ее принципы жизненные. Но через некоторое время мужчина чувствует себя дискомфортно рядом с ней. Она интересна, она сексуальна, она притягательна, но с ней тяжело находиться. С ней плохо. И ни с того ни с сего начинается проблема у этого человека. И мужчины зачастую, не виноваты в том, что они не берут телефон, игнорируют. Женщина обижается. Она начинает считать всех мужиков скотами, слабаками, что вот, мол, перевелись мужчины вообще в мире настоящие, потому что, как так можно безответственно звонить, говорить, уговаривать, а потом исчезать, плюнуть в душу. А на самом деле все происходит иначе. У него такие проблемы начинаются в жизни, что ему совершенно уже ни до любви, ни до чего. Эти демоны, которые сопровождают женщину, они просто окунают этого человека по уши во всякие проблемы, бедствия. Бывают моменты, когда, знакомившись с этой женщиной, дома начинает происходить очень страшное несчастье. Мать умирает, брат разбивается. Такие были тоже моменты. Эти демоны ее берегут, оберегают и никому не отдают. Не отдают, потому что она их корм. Они питаются ею. Эта женщина страдает постоянно от усталости,
хронической. Она просыпается утром, как будто ломит кости. Она смотрит за собой, но внутри нет радости. Она как выжатая. И постепенно наступает апатия, постепенно наступает жестокость. Они ожесточаются, они становятся черствыми, они становятся безразличными ко всему. Потому что они уже не верят, что найдется человек, который их полюбит. Все чаще и чаще они начинают говорить: я проклята, я как проклята, я словно проклята, у меня ничего не получается. У них получается заработать денег, они могут ехать на самых дорогих машинах, они могут одевать самые лучшие одежды, они могут носить самые дорогие кольца, но при всем этом у них жизнь абсолютно пустая. Но основное количество черных вдов, они живут хорошо. Основное, вот процентов, скажем, 70, да, может 30% более такой средний слой населения. Но основное количество черных вдов, они живут, это самодостаточные женщины. Женщины, которым ничего не надо от мужчины вообще. Просто любовь, нежность, человеческое отношение. Набраться сил, прийти с работы, прийти с управления банка и увидеть дома любимого человека, с ним выйти, погулять, поговорить, поболтать, снять вот это напряжение. Вот этого тоже нет. И это тоже не приходит. Если приходит в их жизнь альфонсы для того, чтобы жить за их счет некоторое время, а потом они тоже убегают, даже деньги не могут удержать этих мужчин. То есть они понимают, что даже за деньги с ними жить никто не хочет. И это очень страшно. И мало кто видит на самом деле проклятие черной вдовы, и определяет мало кто. Потому что видящих людей очень мало, не так уж и много. В основном там придумают всякую хрень, сделали от зависти, вот начитали, пожелали, сглазили и все такое. Зависть, сглаз, ненависть – это все уже следствие того, что у человека есть. Это следствие, да, всего того, а основа совершенно другая. Это, как правило, отвергнутые родом женщины, у которых и родовое проклятие, и изгойство, и печать черной вдовы – это целый букет совокупности. Но обладает все-таки печать черной вдовы над этой женщиной. То есть все остальное перетерпимо как-нибудь, а вот это никак, потому что женщина создана, чтобы не быть одна. Она создана, чтобы рядом с ней был друг, защитник, или хотя бы мужчина, который в сексуальном отношении принесет ей радость и желание жить. Но те силы, которые рядом с ней, те черные силы, они берегут ее как зеницу ока. Они ее окружают, они ее никому не отдают, они ее съедают. И вот подходит такой момент отчаяния, когда ей ничего не интересно в жизни. Она просто ни о чем не думает. Она может перебирать свои бриллианты, свои эти шубы и абсолютно не чувствовать удовлетворения и чувства счастья, потому что у нее жизнь пустая. Ей дают только материальное благо, больше ничего. Может быть, многие женщины со стороны посмотрят, позавидуют, скажут: ну вот, делать тебе больше нечего, переживать. Ты же вон как живешь. У нас и этого нету, и половины того нет. Но, как ни странно, этой женщине абсолютно не в радость. Ей это утешение не приносит. Потому что когда постоянно женщина переживает одно и то же: потерю, расставание, предательство, потерю физическую, хоронит друг за другом любимых мужчин. Она замечает, что мужчины, которых она любит, они просто умирают, они просто заболевают, у них просто начинаются проблемы, и она чувствует себя виноватой в этом. Она понимает, что это от нее исходит, что она приносит несчастье. Когда приходит такой момент, когда женщина понимает, что она просто носитель несчастья, она отдаляется от людей, отдаляется от чувства вины. Потому что она понимает, что если она носитель несчастья, то она не вправе никому приносить это несчастье. Значит, она должна жить обособленно, значит, она должна не вмешиваться ни в чью жизнь, не должна никого приближать, чтобы потом не пришлось себя как бы карать за то, что вот я еще одну жизнь сгубила, еще одного человека оставила вот так вот, в таком состоянии и так далее. Итак, дорогие друзья,
Печать черной вдовы – это невозможность создать семью, это невозможность быть любимой, это невозможность быть рядом с мужчиной, это постоянная потеря мужчины, это необоснованное без причины исчезновение мужчины, это приношение несчастья мужчине, с которым ты встречаешься, и это ощущение того, что ты проклята, что у тебя просто не получается абсолютно семейной жизни, любви, да, заботы и прочее, прочее. Не дается. Этих демонов нужно изгнать. Я всегда говорю, собак может изгнать либо хозяин, либо кто знает этого хозяина, да, знаком. Этих демонов нужно убрать от этой женщины. Пока эти демоны находятся рядом с ней, она принадлежит им. Она никому больше не принадлежит. Она их собственность. И свою собственность они никому отдавать не будут, потому что они съедают ее энергию, особенно ее сексуальную энергию, которая накапливается и никуда не может вылиться. И пока этих демонов не убрать от этой женщины, никаких перемен быть не может. Только когда убираются эти демоны, через некоторое время женщина выходит замуж. Такие случаи были очень много. Только после убирания этих демонов она выходит замуж. Через некоторое время позволяется ей встречаться с человеком и так далее, создает семью. Или хотя бы встречается, хотя бы она счастлива уже, хотя бы она получает то, что уже хотела и давно ждала. Но пока эти силы рядом с ней, бесполезно. И вот эта печать черной вдовы, она может быть и до конца жизни. Правда, какая будет жизнь, насколько качество жизни будет той, которая должна быть, и сколько выдержит человек морально и физически, потому что все моральные, скажем, страдания, они потом выливаются в физические болезни. Задумайтесь над этим. Всем удачи!